Здравствуйте, в прямом эфире студии на телеканале «Репортер». Меня зовут Наталья Апара. Я с радостью представляю нашего сегодняшнего гостя. Это Джеймс Холмз Армстед, отставной профессор военно-морского колледжа США. Здравствуйте. Hello, Mr. Armstead. Здравствуйте. Good afternoon, Natalia. It's a pleasure to be with you today. Здравствуйте, Наталья. Мне очень приятно быть здесь сегодня с вами вечером. Будем говорить сегодня о целях визита в Одессу. Today we're going to be talking about the aims of your visit to Odessa. Это ваш первый визит? Is it your first time in Odessa? It is my first time in Odessa, but I have been to the Ukraine before. Это мой первый раз в Украине, но я был в Украине уже до этого. I participated in the last two elections in the country Я участвовал в двух предыдущих выборах в Украине as a monitoring officer with the OSCE. как наблюдатель по линии ОБСЕ. Какие впечатления от Одессы? What are your experiences from Odessa? Well, it's a beautiful old city. Это очень красивый и старый город. There are many historic buildings, Очень много красивых исторических зданий, many wonderful museums, прекрасных музеев. and perhaps the warmest, friendliest people I've ever met. И, наверное, самые дружелюбные и приятные люди, которых я когда-либо встречал. В рамках вашего официального визита вы посетили один из одесских вузов, это Национальный университет, Одесская юридическая академия, читали лекции для студентов. Чем их заинтересовали? In the framework of your visit, you have visited one of Odessa universities, which is National University Odessa Academy of Law, and you delivered lectures there. How do you like the students and how do you like the university? Well, I like the students and I like the university. The students are interesting, they are active, they ask lots of questions, they are very inquisitive, they want to learn, they appreciate that I have had experiences in other places, and they want to pick up as much as they can about the rest of the world. And I'm happy to talk about those sorts of things as well as my subject area. Мне очень нравится университет, и также мне очень нравятся студенты, они очень интересные, умные, и они задают, самое главное, очень много вопросов. Также они ценят то, что у меня есть опыт преподавания и просто жизни в других странах, и их это очень интересует, поэтому мне это очень нравится в студентах академии. Вы, кстати, посетили 25 университетов, ведущих университетов по всему миру, то есть это Азия, Европа, США, вам есть чем сравнивать. Одесские вузы чем впечатлили? So, as we know, you have also been to 25 other educational institutions and universities. 19. 19. And Plus a student at 4. in Asia, Europe, United States, Africa. and Africa. So, what do you think about the Odessa universities? Well, it is focused on law, so it gives it a more narrow focus than most schools, and I talked too long before, so. Хотелось бы отметить, что именно этот университет, он фокусируется больше всего на праве, что дает студентам более обширный юридический обзор. I have taught at large universities and at small universities. Я преподавал в маленьких и в больших университетах. Some of them have very general interest and cover many fields. И некоторые из них, они имеют общую направленность и покрывают в своем обучении много отраслей. Some of them are small and they focus on individual subjects and are very good. И некоторые из них маленькие и более направлены на индивидуальные отрасли, и поэтому являются очень хорошими. The Odessa Law Academy is unique Юридическая академия одесская, она является уникальной, because it concentrates only on law. потому что она концентрируется только на праве. So I find it interesting that so many lawyers, future lawyers, are here who cover different subjects in law. И поэтому мне очень нравится, что многие будущие юристы здесь, они изучают очень широкий аспект правовых отраслей. So it makes the conversations among students focus, directed, and very interesting. Поэтому обсуждения со студентами, они всегда сфокусированы и направлены, и очень интересны. And I like this model. И мне очень нравится эта модель обучения. Темы, которые поднимались на лекциях, о чем говорили? What are the topics that were brought up during your lectures? Well, I was involved in the Statute of Rome, the Rome Treaty that created the ICC.
Я должен сказать, что я был вовлечен в процесс создания и разработки Римского статута, это статут Международного уголовного суда. So both in the class and in the public, I've done 9 public lectures also. I talk about the development of the ICC, the International Criminal Court. Поэтому и во время обучения, и во время моих публичных выступлений я дал уже 9 лекций. Всегда вопросы касались развития и создания Международного уголовного суда. So I meet with students who are interested in international law generally. И поэтому я встречаюсь со студентами, которые заинтересованы в общем международном праве. Some are interested in the law of war. И некоторые из них заинтересованы в гуманитарном праве. And some are interested in Ukrainian criminal law. И некоторые заинтересованы в украинском уголовном праве. But they all have an interest in the International Criminal Court. Но все они также имеют и свой интерес в Международном уголовном суде. Because it will affect their practice in the future and their studies now. Потому что это может повлиять на их практику юридическую в будущем и на учебу сейчас. They have many questions about how the court was created. У них есть много вопросов о том, как именно был создан суд. Sometimes I can give them theory as to how the law developed through history. Поэтому иногда я могу им предоставить какую-то теорию о том, как право развивалось. And sometimes I talk about the politics of creating a large treaty like the Treaty of Rome. И иногда я могу им рассказать о именно политике того, как создавался Римский статут. And sometimes I tell them a story that Chancellor Bismarck told. Иногда я им рассказываю историю, ту, которую рассказывал канцлер Бисмарк. If you like law and you like sausages, если вам нравится право и вам нравятся сосиски, you should not look too carefully at how either are made. Вы никогда не должны особо близко смотреть на то, как они создавались. А насколько было легко общаться с украинскими студентами? Как вы оцените уровень владения английским языком, потому что это был ваш рабочий язык на лекциях? How do you scale the student? How do you feel the knowledge of English of students? Well, as in any other subject or any other university, some students are very, very good. Как и в других университетах, некоторые студенты очень хороши в английском. Some speak English almost like natives. И некоторые студенты говорят по-английски почти как на родном языке. Now, sometimes they have been to the United Kingdom or the United States or Australia. Иногда они уже были перед этим в США, Великобритании или Австралии. Others just have a facility with languages. И другим просто дается язык. And some students, the English is not so good. Но у некоторых студентов, конечно же, иногда английский не настолько хорош. When I give a small seminar, Когда я даю небольшой семинар, I like to engage my students. мне нравится вовлекать студентов в учебный процесс. I want them to talk to me. Я хочу, чтобы они разговаривали со мной. I don't want them to memorize anything. Я не хочу, чтобы они что-то запоминали специально. But I want them to analyze everything. Но я хочу, чтобы они все анализировали. So we discuss the law not as a theoretical subject where you memorize rules. Поэтому мы обсуждаем право не с теоретической стороны, где тебе просто нужно запомнить правила. But we look at law as a living system to help people and to demonstrate how they should behave. Но мы изучаем право как живую систему, которая помогает людям в их жизни. So of course when I ask questions, I can gauge how well a student understands me by the answer I receive. Поэтому, когда мы общаемся во время занятий, отвечая на мои вопросы, я понимаю, насколько хорошо владеет студент английским языком и насколько хорошо он понимает предмет. But sometimes it's more important for me to listen carefully and watch them when I tell a joke and see who laughs. Но очень важный аспект тоже, когда я, к примеру, шучу во время занятия и посмотреть на реакцию, кто именно понял шутку и посмеялся. But that's dangerous. Sometimes the joke could be bad. Но это очень опасно, потому что это может быть плохая шутка. Or maybe I'm just not funny. Или я, к примеру, не смешной.
But if they laugh, I know that we are communicating well. Но если они смеются, я понимаю, что у нас хорошая коммуникация. But this is not the first time I have been outside of the United States teaching. Но это уже не первый раз, когда я преподаю за пределами Соединенных Штатов Америки. I've taught in France, Я преподавал во Франции, in Italy, Италии, in Lebanon, Ливане, in Israel, Израиле, in South Africa, Южной in the Африке, Congo, Конго, in Austria, Австрии, in Germany, Германии, in Hungary, Хорватии, in Poland. Венгрии и Польше. So I understand that sometimes I must speak slowly, Поэтому я понимаю, что иногда мне нужно говорить медленно. and what I listen to may be much more important than what I am talking about. Поэтому то, что я слышу, может быть гораздо важнее того, о чем я говорю. So good teaching, it's a two-way communication. Поэтому хорошее преподавание – это коммуникация в обе стороны. Knowing what the student wants to learn И знать то, что студент хочет узнать, выучить, and knowing what the student needs to learn и знать то, что студент должен выучить. are both important, Эти два аспекта, они являются очень важными, but are not the same. но они не одинаковые. And it's my job, if I am to be a good teacher, to try to understand the difference, И это моя работа понять эту разницу между этими двумя аспектами. plus the language issue. И, кстати, учитывая языковой аспект. В то время, когда вы работали практикующим юристом, работали профессором военно-морского колледжа США, вы также занимались разработкой устава Международного уголовного суда. Это всемирный международный документ. Какие статьи вы туда вносили? Потому что, в частности, это стало в дальнейшем темой для бесед, для лекций со студентами, в том числе со студентами Украины. Well, that sounded wonderful. It's going to take quite a translation. Yeah. When you were practicing law, you were working for the Naval College, right? And you also took part in designing the articles of International Criminal Court. What were those? The statute, the Rome Statute. What were the articles? Can you please tell us? Well, the treaty that creates the Statute of Rome is divided into two parts. Договор, который создал Международный уголовный суд, он разделен на две части. This is a little technical. Yeah. There is the adjective law, Это the structure of how the law is to be applied. Первая часть, она рассказывает о том, как право должно применяться. And there is the substantive law, that is what rules of international law were to be applied. И во второй части рассказывается о том, как правила международного уголовного права должны применяться. The second part is very simple. Вторая часть очень простая. There are four major crimes in the law of war area that we enforce internationally. Есть четыре основные преступления в международном уголовном They are праве. very old and they come from what we call customary law. Они очень старые, и они происходят из того, что мы сейчас называем... And some of these rules are hundreds of years old. И некоторым из этих правил уже более 100 лет. They were also the law that was applied at Nuremberg at the end of the Second World War. Также есть право, которое применялось в Нюрнбергском трибунале после Второй мировой войны. These articles consist of four crimes: Эти статьи состоят из 4 преступлений. war crimes, Военные преступления, crimes against the peace, преступления против мира, crimes against humanity, преступления против человечности and the modern crime of genocide. и современные преступления против геноцида. These are accepted by most of the people in the world, and this is not new law. Эти преступления не были приняты, так сказать, всеми странами мира, то есть это не новое право. Now, the difficult part of the treaty И сложная часть этого договора is the adjective law. Это первая часть The описательная. rules creating jurisdiction, Это правила, которые устанавливают юрисдикцию, the rules that deal with how you prosecute a case, правила, которые описывают расследование, the rules that deal with the extradition of the accused from other places, а также экстрадицию людей, подозреваемых из других стран, how judges are appointed because they must come from around the world, правила назначения судей, которые происходят из разных стран, and of course the procedures for an appeal. и также процедура апелляции. The International Commission of Jurists started a study to decide upon this court in 1927.
И международная комиссия юристов начала работу по созданию этого суда в 1927 году. The nations of the world, Нации мира, the lawyers in the world, юристы, and of course the military, the professional military officers of the world, were dissatisfied with the state of justice at the end of World War I. и также профессиональные военные, они были недовольны состоянием международного уголовного права после Первой мировой войны. All of these issues were discussed at Versailles in 1919. 1919. И все эти вопросы они обсуждались в Версале в 1919 году. Все-таки вернемся к нашему времени сейчас. Сейчас над какими работами вы ведете свою деятельность? Возможно, что готовите какие-то новые научные исследования? Coming back to modern times, what are you currently working on now? Maybe you're making any research? Yes, I am working on the protection of cultural property under international law. В данный момент я работаю над защитой культурной собственности в международном праве. It primarily deals with the Fourth Hague Convention of 1954. Это в основном касается 4-й Гаагской конвенции 1954 года. And the rules that we use to protect cultural property. И правилами, которые мы используем, чтобы защитить эту культурную собственность. And the International Commission of the Blue Shield. И Международная комиссия голубого, which is an organization like the Red Cross, которая является организацией, похожей на организацию Красного Креста, that focuses on identifying items of property to be protected. Которая определяет, какие именно культурные объекты должны быть защищены. Like the Red Cross that goes on hospitals or on the arm of medical personnel. Как, к примеру, Красный Крест, который размещается на госпиталях, либо на лацкане медперсонала во время войны. The Blue Shield goes on ancient property. Этот голубой, простите, забыла. Ancient property. Yeah, I got you. I mean, the shield, I just kind of translated. Этот голубой щит, он размещается на объектах исторической собственности, которая должна быть защищена. And sometimes on entire towns that are considered historically significant. И иногда определяются целые города, которые считаются исторически важными. And I work with Blue Shield organizations to help them apply the rules. Я работаю с этой организацией Голубого Щита, чтобы применять эти правила защиты культурной собственности. And I'm doing that here in the Ukraine. И также я занимаюсь этим в Украине. Because you have a new Blue Shield organization nationally. Потому что организация Голубого Щита, она была только недавно установлена в Украине на национальном уровне. And you have a war on your border, and there are many things being destroyed that should be protected. И также у нас на границе с Украиной идет война, поэтому есть много объектов, которые тоже должны быть защищены. There is great beauty in the Ukraine. В Украине очень много всего красивого. There's great national treasure. Очень большое национальное достояние. Many items of cultural property that are important. Очень много объектов национальной истории, которые являются важными. In some ways, you are a new nation. И в некотором роде мы являемся новой нацией, молодой нацией. And just making a list of all these things. И просто составляя список этих объектов. And collecting that property. И собирая эту собственность. Is an important part of making this a strong, vital nation. Является важной частью сохранение Украины как живучей нации. Есть еще очень много вопросов, которые хотелось бы обсудить, но, к сожалению, наше эфирное время ограничено, поэтому я благодарю вас за интереснейшую беседу. Благодарю за то, что вы сегодня нашли время и были гостем нашей студии. Напомню, что сегодня в студии «Репортер» были Джеймс Холмз Армстед, отставной профессор военно-морского колледжа США, помогала нам сегодня с переводом сотрудник международного отдела Одесской Юракадемии Виктория Карпенко. Спасибо вам. Меня зовут Наталья Апара. Всего доброго, до встречи в эфире.